сборнике анекдотов, так сказать, вполне себе к месту. Любое обучение идет в зоне ближайшего развития. Давайте разбираться, что у нас, так сказать, у школьников по химии в зоне ближайшего развития. Да, то где-то в младших классах ребенок должен пропустить через себя довольно много вещественных материалов, просто подержать их руками, наработать то, что называют чувство вещества. Есть, допустим, наработка навыков, касающихся запоминания того же русского языка или любого другого языка. То есть это реально необходима наработка. 200 раз повторить одно и то же, чтобы запомнить. Ну, не 200, но 20 точно. Вот. Вы знаете, Наталья, я по этому поводу могу сказать следующее. Соответственно, у меня, не считая русского, 2 языка свободных, и раз, два, еще 2, 3 языка, с которыми, так сказать, как показывает практика, я вот использовал в коммуникациях, да, ну и еще, так сказать, как минимум 2 языка на уровне выживания. Вот. Я ни разу в жизни, то есть, вернее, скажем так, единственный язык, который я учил, так как говорите вы, да, это 20 раз повторить там одно и то же, это был английский в университете, и этот английский университете меня осточертел. Если бы я, соответственно, потом поехал там в Новую Зеландию и не учил бы язык в реальной, так сказать, атмосфере, то, в реальной языковой, так сказать, среде, то я бы, так сказать, у меня бы этот английский свободным сейчас не был. Вот, то есть мы можем, то есть да, мы должны повторять одни и те же клише, да, но мы должны их повторять в каких-то коммуникационных ситуациях. Либо мы там читаем какую-то книжку, да, в которых эти клише повторяются. Очень, так сказать, я не знаю, если это реклама, то вырежете. Есть вот такой метод Ильи Франка, да, кстати, обучения иностранным языкам, когда у тебя есть некий текст на языке с параллельным переводом на русский. Вот. Там понятное дело, что когда ты читаешь там какие-нибудь анекдоты, да, когда читаешь там 100 анекдотов, то понятно, что какие-то разговорные клише, они просто повторяются. Более того, я скажу, там в Бразилии просто из этого сборника анекдотов эти самые клише прям вот использовал, как они были в сборнике анекдотов, так сказать, вполне себе к месту. Вот. Соответственно, вы там можете смотреть это самое там, какие-нибудь там, скажем, французский я учу в основном, пересматривая по 20 раз комедии с Пьером Ришаром, да, но опять-таки, есть у меня настроение там пересмотреть «Высокого блондина в черном ботинке», я его пересматриваю. Нету, я его не пересматриваю. То есть, если меня заставить там 20 раз посмотреть его подряд, я, естественно, что возненавижу там и Пьера Ришара, там и все эти рожи и так далее. Вот, то есть, опять-таки, еще раз, вопрос в организации материала. То есть, да, нужно, что называется, повторять, да, если мы учим язык, то нужно, да, повторять, нарабатывать эти клише, но совершенно никто не говорит, что все должны нарабатывать их совершенно одинаковым образом, по одинаковым книжкам там и так далее. Ну, то есть тут должна быть какая-то, я считаю, гибкость, потому что учебники я по языкам я не могу. То есть я вот из всех языков, с которыми я имел дело, я учебниками пользовался, но они, то есть вот английский, в нашей школе учили по учебникам, все остальные языки, это я учебниками пользовался, но они были всегда на вторых ролях. На первых это были какие-то коммуникационные, так сказать, ситуации. Ну и, скажем, если вы учите язык, так сказать, на уровне выживания, то понятно, что вы этот язык там 5 раз покупаете билеты на автобус, понятно, что 5 раз вы повторяете одни и те же клише, но это не домашнее задание, возьмите коммуникационную ситуацию. Вот, поэтому не думаю, что 50-кратное, там, 20-кратное повторение одних и тех же клише, вот просто вызубривание, оно эффективно. Существует более подход. Понятно. А какой эффективный подход для изучения химии? Химия – это наука о веществе. Вот. Соответственно, значит, изучать химию, значит, работать с веществом. Вот. А у нас в школе, в большинстве школ, химия – это наука о формулах, Да. а не о веществе. Да. То есть, соответственно, то есть первое, что нужно сделать, превратить науку о формулах в науку о веществе. Есть такой, к сожалению, недавно скончался, шотландский как-то chemical educator Джонстон,
который предложил треугольник Джонстона, что вещество имеет три аспекта, представление о веществе имеет три аспекта. Это макроскопический, как он выглядит, микроскопический, как оно устроено, и символьный, как оно представлено, как мы его обозначаем. Вот. И что вообще у нас в голове эти аспекты очень слабо связаны. Если мы пытаемся сформировать сразу два аспекта, то мы перегружаем рабочую память. Вот. То есть мы сначала формируем один аспект, потом другой, потом их связываем. Как-то так. Но есть еще, соответственно, там теория, концепция зоны ближайшего развития Выгодского, да, согласно которой у нас в голове вот есть актуальная зона, то есть то, что мы уже знаем, соответственно, зона ближайшего развития – это вопросы, на которые мы можем поставить или понять хотя бы их формулировку, но не можем на них ответить, и, соответственно, зона неизведанного, это мы там даже вопрос не можем поставить. Любое обучение идет в зоне ближайшего развития. Давайте разбираться, что у нас, так сказать, у школьников по химии в зоне ближайшего развития. Да, по крайней мере, в 8 классе вопрос, так сказать, электронных орбиталей, он не в зоне развития. Что-нибудь взорвать? А? Что-нибудь взорвать? Да, совершенно верно. Что-нибудь взорвать. То есть макроскопия, то есть выражаясь по Джонстону, макроскопический аспект. Сначала надо сформировать макроскопический аспект, а извините, но сейчас, слава богу, появились прозрачные чайники. Дети снова видят, как вода кипит. А одно время ко мне приходили семиклассники, они ни разу в жизни не видели, как вода кипит. Вот. Там, ну а где? Чайники, ну и чайники закрыты. И хорошо, если там если они варят супы какие-нибудь, да, или мама варит суп, а если не варят. Таких уже, в общем, тоже довольно много. Никто не готовит, или там готовит, пока ребенка нет в школе, пока ребенок в школе. Вот. То есть начинать-то надо с этого. Вот. Ну, собственно говоря, вопрос, собственно, такой самый сложный. То есть понятно, что вся моя профессиональная деятельность, по крайней мере, педагогическая, она как раз связана с решением этого вопроса, как бы преподать химию поэффективнее. Вот. Понятно, что тут нету вот, что там масса тонкостей. Ну да, я вот пытаюсь разработать там программы, даже не программы, а какую-то последовательность действий по освоению этой самой химии. Есть еще одна тонкость, что, судя по всему, если вот ребенок не сформировал некие там, то, что я называю чувство вещества в где-то младших классах, это не обязательно нужно работать в лаборатории, можно, не знаю, лепить из пластилина, там, выпиливать лобзиком, там, выжигать паяльником, там, жечь гудрон где-нибудь там за гаражами, да, вот, но пока он не пропустит, то есть вот где-то в младших классах ребенок должен пропустить через себя довольно много вещественных материалов, просто подержать их руками, наработать то, что называют чувство вещества. Вот, то есть это некий, так сказать, набор невербализуемых представлений о веществе. Вот. И если вот ребенок их не наработал, то это, знаете, ну вот как Маугли там до 5 лет не научился говорить, дальше будут проблемы в коммуникации. Так, соответственно, вот не наработал ребенок младший, там до 10 лет некий опыт общения с веществом, у него будут проблемы в изучении химии просто потому, что все эти теории, они будут непонятно про что. Вот, поэтому, ну, тоже отдельно моя головная боль, это что начинать изучать химию в 8 классе, это слишком. Тогда ее нужно изучать в режиме 2, 3, 4 класса. Да, это тоже как раз то, что... Да, вот в природоведении или в том, что сейчас этим... Окружающий мир, да, технология, мир. Кстати, может быть, технологии даже важнее, чем окружающий мир, но в любом случае должна быть возможность работы руками. Ну или дома проводить эксперименты с попыткой что-нибудь чем-нибудь смешать. Ну, дома, там, на даче, может быть, проще на даче, в конце концов. Ну, там, я не знаю, тоже костер разжечь, да. Потому что мне было удивительно, вот у нас на ЗИЛе работают там с детьми 6 лет, как-то для детей 6 лет проблема зажечь спичку. Ну, которые дети не игрушка, вот. То есть все там, то либо ломают, либо... А если они зажгли спичку, то проблема зажечь свечку от спички. Вот. Ну, а дальше мы получаем, скажем, ситуацию, когда в 7 классе просто ребенок боится огня. Такие ситуации бывают. Вот, так что... Ну, я говорю, что вопрос про эффективность обучения химии – это вопрос сложный, многогранный, и, в общем-то, во многом индивидуальный, потому что вопрос мотивации, вопрос жизненных интересов, там, вопрос, что
скажем, у одних школьников мышление индуктивно, то есть им даешь много-много частных фактов, они из них выводят какие-то общие закономерности, а бывает мышление дедуктивное, что ты даешь общие закономерности, а дети сами выводят частности, вот, скажем, там, учащиеся физматики, если они вообще интересуются химией, у них как раз мышление дедуктивно, то есть им можно дать общие закономерности, они в частности выведут, а вот учащиеся или школьники, так сказать, которые изначально типа биохимики, у них мышление в основном индуктивное, вот, а бывает еще мышление символическое, когда ты даешь ребенку задачу, у гуманитариев, которых я вел, так было, они спрашивают, а как это записать, то есть однозначно вопросу, как эффективно учить химию, понятно, что если бы такой ответ был бы, то все бы уже давно учили эффективно, но тут много индивидуальных моментов, тут приходится подстраивать, ну, то есть все время как корректировать, то есть абсолютной эффективности пока нет. Вы сейчас очень захватывающе сказали о своем опыте, а где можно научиться у вас? Ну, пока что в культурном центре ЗИЛ. Какие программы в перспективе? Ну, смотрите, я сейчас там, ну вот сейчас мы, правда, сдвинули на 2 недели начало занятий, там по техническим причинам, то есть 12 октября мы начинаем работу, так что еще есть шанс успеть записаться. Значит, лично я там сейчас веду занятия так называемой химия 2.0. Это занятия для школьников 11-14 лет. Это то, что для меня, это то, что я называю темный возраст, потому что вообще пока что не очень хорошо понимаю вообще, чему дети учатся в этом возрасте. Вроде как каким-то базовым навыкам они, типа счета, письма они уже научились, а, соответственно, для абстрактных теорий глубоких они еще не созрели. Вот. Судя по всему, в этом возрасте они как раз нарабатывают какой-то опыт, пытаются его систематизировать. Вот. И вот я как раз, у меня там есть курс для тех, кто приходит, называется «Путешествие по таблице Менделеева», где мы как раз я не работаю руками, а с веществами, достаточно в простым химическом смысле. Начинаем с состоящего из одного элемента взаимодействия и проводим взаимодействие там простых веществ, и под это мы подводим какую-то символику, ну и даже без каких-то глубоких абстрактных теорий. Вот, то есть пока что вот можно там. Я говорю, про остальные проекты я еще, так сказать, поскольку они еще не запущены, я не хочу сглазить, как запущу в Фейсбуке, в своем какой-то обязательно сообщу об этом. Понятно. Вот. Денис Михайлович, еще один момент хотелось бы узнать. Далеко не у всех есть возможность посещать культурный центр, и далеко не все живут в пределах нашей великой столицы. Да. Ну смотрите, есть еще набор юный химик, да, который мы вот в той самой компании научных развлечений сделали еще, дай бог памяти, в 1999 году. Он до сих пор продается, до сих пор выпускается, до сих пор продается. То есть это, в общем-то, вполне себе хорошее решение. Более того, сейчас мы как раз разрабатываем еще новые наборы. Вот, например, сейчас у нас испытывается тоже на детях сотрудников набор под названием «Литье металлов». Вот, значит, у нас, правда, на детях поменьше испытывается набор соли и сахар, то есть вот такие вещи мы делаем. Вот. Ну и еще как раз пара проектов, это один из проектов, это как раз, что называется, лаборатории в библиотеке, то есть минимальный набор, так сказать, оборудования, который можно, в общем, приводить куда угодно, и так, минимальный набор опытов, который можно безопасно провести, там, не опасаясь потравиться или что-нибудь поджечь. Но это вот сейчас, так сказать, проект, который только запускается.